2000 лет назад эти колонны видели не только великого философа-стоика Хрисиппа, о котором я рассказывал в предыдущей части моего видеоэссе, но и апостола Павла, который через порт древнего киликийского города Помпея Полиса уезжал проповедовать Слово Божие по всей Римской империи. Сам же древний город Помпеополис, сейчас это город Мерсин в современной Турции, основал Помпей Великий, обуздавший грозных пиратов, которые господствовали на этой территории до прихода сюда римлян. Это саркофаг Александра Македонского. Правда, сам он там никогда не лежал. Известный римский полководец Помпей Великий во всем старался подражать Александру Македонскому. На этом саркофаге изображена битва, которая происходила между римлянами и персами. Киликии. Мрамор запечатлел ярость и страдания солдат. Спустя 300 лет после этой битвы и основания города Помпеополиса, Паулина из рода тех самых Помпеев подарит новый смысл жизни еще одному великому философу-стоику – Луции Аннеи Сенеки. Истинная любовь – это союз двух разумных душ, стремящихся к добродетели. Здесь, в Помпеополисе, Хрисипп написал произведение, которое называется «Любовные письма». Он провозгласил: истинная любовь – это не безумная страсть, а стремление к вечной дружбе. Источник любви он призывал искать в себе, а не извне. Ведь когда любишь сам, твое чувство у тебя забрать невозможно, ты автономен. Будь сам источником любви, а не ищи его у других. Хрисипп утверждал, что любовь – это холодный расчет мудрого ума, который ему Сенека спустя 300 лет напишет: если хочешь быть любимым, люби. Но Сенека пошел дальше. Он признал, что любовь к женщине – это единственная уязвимость, которую стоик обязан принять. Хрисипп за всю свою жизнь так и не встретил свою любовь, в отличие от Сенеки. Человеческая душа у Сенеки не самодостаточна, она нуждается в близости. Паулина, возлюбленная Сенеки, окружила его такой любовью, что холодное мудрое сердце стоика не выдержало. Сенека и Паулина прожили почти 20 лет счастливой совместной жизни. Их любовь была не просто соглашением между телами, а союзами двух душ. Сенека был богат и одно время был даже фактически негласным правителем Римской империи. Но император Нерон, хотел неограниченную власть в стране. Сенека ему стал очень неудобен, и он объявляет Сенеку соучастником заговора с целью убийства Нерона. Через тернии к звездам. Паулина и Сенека безмятежно ужинают на закате в своей вилле в Риме, когда Центурион приносит Сенеке свиток со смертельным приговором Нерона, согласно которому философ должен сам лишить себя жизни. Сенека смотрит на Паулину. Он не страшится смерти и готов к ней ежеминутно, но он живет ради нее. Как она это перенесет? Но в ее глазах нет ни страха, ни истерики, только холодная, стоическая решимость. Сенека пытается ее утешить и говорит, что вся его жизнь была подготовкой к такому финалу, но она мягко его прерывает. Мы прожили одну жизнь, Луций. Одну на двоих. И путь к звездам у нас будет один. Сенека не стал с ней спорить. Исполняя приговор Нерона, клинок перерезает их вены. Сначала Сенека, затем Паулина. Время останавливается, они начинают долго и мучительно умирать. Сенека
Не выдержав страданий, Паулина приказывает рабам перенести ее в соседнюю комнату. Нерон, узнав о поступке Паулины, приказывает ее спасти, и когда она уже без сознания, ей перевязывают раны, и кровь останавливается. Кровь Сенеки же густая, течет очень медленно. Каждая минута превращается в тернии и мучения. Оставшись без Паулины в комнате, Сенека приказывает положить его в горячую ванну. И вплоть до последнего вздоха он диктует писарю свои последние мысли. Кто потерял друга, тот плохо его любил, если не надеется найти утешение в памяти. Смерть унесла его, но оставила нам саму любовь к нему. Любовь дает мужество встретить финал достойно. Иногда даже умереть значит поступить мужественно и благородно. Ради тех, кого мы любим, мы должны уметь и длить жизнь, и обрывать ее, когда этого требует благо. Паулина выжила и прожила еще несколько мучительных лет без Сенеки, сохранив смертельную бледность, и уже при жизни стала памятником их любви, победившей Нерона. Любовь никогда не перестает. История этих мест не про гибель и не про цикличность вселенной, о которой писал Хрисип. История любви Паулины и Сенеки показывает, что можно отнять богатство и жизнь у человека, но невозможно отнять у человека его выбор любить до самого конца. Хрисип допускал, а Сенека на примере собственной жизни показал, что даже власть разума, не говоря уже о власти императора, имеет границы. Есть нечто незыблемое, не подверженное никаким циклам, материям, разуму. Оно пропитывает все мироздание. Оно везде, всегда было, есть и будет. И оно всегда побеждает смерть. Как говорил апостол Павел, оно никогда не перестает. Имя этому – любовь. Это история о том, что на самом краю бездны у человека остаются две опоры. Это его несломленный дух, способный делать правильный выбор, и любовь, которая сильнее смерти и, быть может, даже вечности.